городами в Японии мы передвигаемся на поездах и обнаружили здесь уникальную штуку, которую нигде не видели. Одна такая устрица может достигать в длину четверть метра. Они могут укусить, напасть, боднуть, да, и даже нокаутировать. Андрей. И вот я разламываю, а там... Мы вчера сожрали, наверное, листьев 10. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Поезда называются поезд Уля, Шинкансены. Они запустились где-то в 60-х годах в Японии, и с того времени у этого поезда, который подходит на платформу, не было ни одного опоздания. Ни одного опоздания не было у Шинкансенов. По-моему, это чудесные поезда. Между городами в Японии мы передвигаемся на поездах и обнаружили здесь уникальную штуку, которую нигде не видели, ни в Европе, ни у нас. Она называется «Если ты хочешь посидеть один без соседей». Вы можете отодвинуть спинку и получить 4 места рядом. Но если вдруг вы едете вдвоем, вам захочется уединиться, вы можете отодвинуть обратно спинку и оказаться вдвоем. По-моему, кстати, тронулись уже. Круто, это же наша будет первая серия на поезде. Если вы смотрели фильм «Последний самурай» с Томом Крузом, то вы наверняка видели красивый замок под Белой Цаплей. Он находится в городе Химэдзи. Великолепие этого замка напомнило кому-то летящую цаплю, поэтому замок получил название Белой Цапли. И это самый красивый из 12 замков средневековых самурайских, которые сохранились на сегодняшний момент в Японии. Вот это устрицы из Хиросимы. Это достаточно большие устрицы, их даже еще называют гигантскими. Одна такая устрица может достигать в длину, что для нас, для европейцев, по-моему, вообще не видно, до 25 сантиметров. Слушайте, это четверть метра. Четверть метра. О, смотри, это же эти печеньки. Давай посмотрим. На острове Миядзима делают печеньки из пшеничной муки со сладким бобовым кремом внутри. А делают их в форме кленового листа, потому что здесь на острове считается клен священным деревом. Попробуем? Они тепленькие внутри. И вот я разламываю, а там такой крем, видишь? Знаешь, немножко похоже на наши кексы. А паста такая, интересно, как картофельное пюре, только сладкое. Тесто с картошкой? Тесто с картошкой, да, только сладкой картошкой. Ну, мне нравится, вкусно сладкое. Смотри, у них борьба. Кто-то кукурузкой кормил. Но вообще оленей кормить запрещено здесь, на этом острове. Вы понимаете, почему еда на острове для оленей запрещена? Они сюда не выживут. Этот город, где оленей разрешено, слава богу, кормить. Более того, на этом построен такой туристический бизнес. Очень много стоит людей, которые продают специальные печеньки для оленей. Очень хочу купить такие печеньки. В одной упаковке 10 или 11 штук. Одна стоит 150 йен, это $1,5.
И это официальные печеньки, которыми можно кормить оленей. Я, конечно, не олень. Абсолютно какая-то безвкусная сухарина. Знаешь, на чем основано желание людей покормить животных? Мне кажется, оно основано на том... Ага, видишь, как он делает этой головкой? Видишь? Да. Мне кажется, что оно основано на том, чтобы быть нужным. По-японски со мной общается. Маш, лучше отдай что-то. Сидят куртку. А как кормить? Они не подкусывают пальцы? Нет, бери давай. На ладошке или в руках? Не, в руках. Андрей, я что-то не хочу. Вы думаете, что олени белые и пушистые? Будьте очень осторожными с животными, которые кажутся очень милыми. Они могут укусить, напасть, боднуть, да, и даже нокаутировать. Вообще олень в Японии это такая божественное животное, божественное существо. Когда-то одно из божеств Японии появилось на белом олене, с тех пор к ним очень трепетно относятся здесь в Японии. Вот, кстати, свадебные фотографии вместе с оленем. Это тоже одна из традиций здесь в Наре. А ну-ка возьми, дружище. Андрей, не поворачивайся к нему задом, это опасно. Надеюсь, не в прямом смысле слова. Какашка оленя у меня на плаще. Видите, что тут творится с этими оленями? Ладно, на самом деле очень хорошее место. Прийти, побывать, пообщаться, захедаться. Никаких тебе извинений. Абсолютно полое дерево. Послушай, ну наверху листья. А с другой стороны мох. Вау. Как красиво. Это такие легендарные местные суши, они называются какиноха суши. Это ферментированная макрель, рис, и все они завернуты в лист хурмы. Представляешь? Beef, no eat. Beef? Beef. Oh, No eat leaf? no eat. Beef. Really? Господи, эти странные туристы. Она говорит, что лист хурмы, которыми оборачивают какиноха суши, нельзя есть. Мы вчера сожрали, наверное, листьев 10 с этими суши. Они просто для ферментирования, просто для сохранения. Аригато. Киото, японский Амстердам. Ладно, это все говядина. Настоящий шеф должен быть крайне мультизадачным. Импровизированный пикник на берегу реки Тамагава. Да. Мне нравится. Во-первых, потому что вы с легкостью можете организовать его себе на любой бюджет из еды, которую найдете на местном рынке, потому что это фантастический местный рынок. Морские огурцы, осьминоги, легендарные васаби. Это воробьи. Они такие жирные, маслянистые. Аригато. 40 евро? 40 евро.